Для работы нам понадобится шнур. У меня шнур, плоский шнурочек 3 миллиметра, 2 кольца, маркеры, пришивная кнопка, цепочка 60 сантиметров у меня и крючок номер 4. Приступаем к работе. Так, делаем первую петельку, делаем узелок изначально, да, и набираем 35 воздушных петель плюс петля подъема. Так, набрали 35 воздушных петелек плюс петля подъема. Так, разворачиваем наше вязание и вяжем за вот эти вот перемычки, начиная со второй. Провязываем 17 столбиков без накида. 2, 3, 4. Так, провязали 17 столбиков без накида. 18 наш столбик мы будем формировать наше донышко, то есть за 18 мы сюда провязываем сразу 3 столбика без накида и можем себе его пометить маркером. Так, помечаем себе его маркером. Это формируется наше донышко у сумки. И первый ряд вот этот мы вяжем, это изнаночные ряды у нас идут. Далее снова провязываем 17 столбиков без накида до конца ряда. Итак, провязали и здесь 17 столбиков без накида. Вот получается такая деталька. Далее, это был изнаночный ряд. Далее переходим на второй ряд или либо на лицевой ряд. Делаем петлю подъема, разворачиваем наше вязание. Теперь смотрите, наша сумочка, она же состоит частично. Сначала у нас идет резиночка, потом основной узор. Наша резиночка будет состоять из 6 петель. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можете себе даже поставить маркеры, чтобы не путаться. Вот наша 6-я петелька. То же самое и с обратной стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В принципе, можно их не ставить, но по желанию. То есть. И смотрите, как на лицевой стороне мы вяжем резиночку. Но это только в этом ряду. В последующих рядах там немножко будут нюансы. Поэтому последующие ряды обязательно вот этот момент перехода тоже посмотрите. Так, за заднюю полупетлю просто соединительными полустолбиками провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот я говорю, наши резиночки состоят из 6 петелек, 6 полустолбиков. И далее мы начинаем вязать основной узор. Как вяжется основной узор? Заводим крючок под нашу петельку, под нашу косичку, вытянули петлю и идем в основание этой же петли. Вот 3 петли на крючке, все вместе провязываем. В лицевых рядах мы никаких прибавок вот здесь вот на уголочках на образовании донышка не делаем, поэтому мы просто провязываем вот такие вот интересные петельки. То есть под каждую косичку вытянули, потом идем в основание. Опять же вытянули 3 петли и провязали. Так будет выглядеть наш основной узор. Довязали до нашего утроения. И теперь там, где у нас были прибавки, смотрите, мы все 3 петли вот эти, да, провязываем с одним основанием. 1, 2 и 3.
Еще раз повторяю, что в лицевых рядах никаких прибавок мы не делаем. Идем по следующей стороне, вяжем наш узор до формирования резиночки. Так, довязали до того момента, когда у нас должна быть резиночка. Вот у нас отмечено, да, мы тоже за заднюю полупетлю идем соединительными полустолбиками. 2, 3, 4, 5, 6. И здесь такой нюанс. Именно когда мы уже идем именно в конце вот этого нашего лицевого ряда. Видите, оно получается ниже вот этого вот уровня. Именно в этих рядах мы будем провязывать еще и седьмой соединительный полустолбик. Да, провязали, делаем воздушную петлю, разворачиваем наше вязание и переходим мы на изнаночный ряд. В изнаночных рядах мы вяжем только столбики без накида. И в этом ряду в третьем и в пятом мы еще делаем прибавки. Далее мы прибавок делать не будем. Но именно здесь, когда вы перешли от вязания вот этой резиночки и начинаете вязать, это уже у нас будет именно начиная с третьего ряда, да, вы раз, два, не во вторую провязываете, а в третью петлю провязываете столбик без накида. Вот так вот. Это для того, чтобы у нас эта резиночка была ровная и с одной, и с другой стороны. Никуда не уходила в сторону, была ровненькой. Так, и все, вот этот ряд идем. Сначала вяжем столбики без накида. Доходим до серединки. И сейчас покажу, что будем делать. Провязали 18 столбиков без накида с одной стороны. Правильно, количество у нас растет, так как мы в первом изнаночном ряду здесь посерединке провязывали 3 столбика без накида. И в этом третьем ряду, либо втором изнаночном, мы снова вот здесь вот посерединке, ровно над маркером, провязав 18 столбиков без накида, провязываем сюда утроение. 1, 2, 3. То есть под одну косичку 3 столбика без накида. И далее снова по этой стороне провязываем 18 столбиков без накида. Делаем петлю подъема и переходим на наш четвертый ряд, либо второй лицевой ряд. Снова будем вязать узор. Провязали наш изнаночный ряд, 18 столбиков без накида по этой стороне. Делаем петельку подъема и снова начинаем вязать лицевые ряды. Именно в начале, когда мы вяжем лицевые ряды, тут особо запоминать ничего не надо. То есть у нас есть нюансы, когда мы заканчиваем и начинаем вязать вот именно в этой стороне. Так, а здесь мы просто вот во вторую петельку за заднюю полупетлю делаем 6 соединительных полустолбиков. 2, 3, 4, 5, 6. Все, и далее у нас снова идет наш основной узор. Посмотрите, какая получается вот эта резиночка у нас интересная. Она немножко уже основного полотна. Далее основной узор, да, то есть протянули и в основание. 3 петельки на крючке и провязали. Снова по 2 косички в основание. В основании этого уже нашего третьего ряда получается, да. И вот такие формируются жгутики. В лицевых рядах никаких прибавок мы не делаем, как я уже и говорила. То есть вяжем по всему периметру. Доходим до маркера. Еще раз покажу, как я делаю резиночку с этой стороны. Не забываем, что здесь, где у нас было утроение, мы провязываем 3 раза с одним основанием, как я и делала вот в этом ряду. Так, провязали основной узор до маркера. Видите, вот сейчас у нас резиночка.
опять же, только которая идет вот в конце нашего ряда. И снова, и вот этот и последующие ряды, опять же, будет у нас такой нюанс, как я вот вам показывала. То есть мы провязываем 6 полустолбиков за заднюю полупетлю. 2, 3, 4, 5, 6. И 7 за вот эту вот перемычку. Потому что иначе у нас будет просто неровная резинка. 7 полустолбик, воздушная петля, разворачиваем наше вязание, переходим на изнаночные ряды. И здесь, как я вам уже и говорила, раз, два, в третью, по третью косичку мы начинаем вязать наши столбики без накида в изнаночном ряду. Провязываем 19 и будем снова делать прибавку. Провязали 19 столбиков без накида. Напомню, это у нас изнаночный ряд. И далее снова по серединке, вот как раз над маркером, провязываем опять удвоение. Под одну косичку мы провязываем 3 столбика без накида. Все, прибавок далее у нас не будет. Мы немножко расширили нашу сумочку и далее просто будем вязать лицевые изнаночные ряды. И снова провязываем 19 столбиков без накида до конца ряда. Не забываем, что по изнаночной стороне мы нашу резиночку просто под 2 косички провязываем просто столбики без накида. Изнаночные ряды. Это полустолбики у нас идут только в лицевых рядах. Так, довязываем, переходим на лицевой ряд. Так, это у нас сейчас мы довязываем 5-й ряд. Все нечетные это у нас изнаночные ряды, четные лицевые ряды. Делаем петельку подъема, разворачиваем наше вязание, перешли на лицевой ряд. Это будет у нас 6-й ряд. Четный ряд, лицевой ряд. И резиночку начинаем, как обычно мы начинаем, петлю подъема пропустили, за заднюю полупетлю 6 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А далее вяжем наш основной узор под косичку и в основание. Не забываем, где была прибавка. У нас будет вот эти вытянутые петельки с одним основанием, 3 петли. Так, и еще раз покажу, как закрываем нашу резиночку. И далее будете делать ширину сумочки самостоятельно. То есть мы уже никаких прибавок в изнаночных рядах не будем делать. Ладно, довязываем. Я расскажу, что надо делать. Так, смотрите, где наши 3 петли. Все 3 провязываем с одним основанием. 1, 2, 3. И вяжем далее наш узор до резиночки. Подошли снова к вывязыванию нашей резиночки. Так, смотрите, если вы не по маркеру ориентируетесь, вы просто считаете вот от этой перемычки 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть резинка у нас состоит из 6 петелек. За заднюю полупетлю вяжем 6 полустолбиков. Так, 3, 4, 5, 6. Не забываем, что здесь мы и провязываем за вот эту перемычку полупетлю, делаем воздушную петельку. И когда переходим на изнаночные ряды, то пропускаем не одну петлю, а 2. Это только вот здесь такой нюанс. Все последующие ряды вяжем тоже так же.
И далее все вяжем одинаково. Теперь никаких прибавок здесь посередине мы не делаем. Вот так моя сумочка немножко расширилась. И далее вяжем необходимую вам ширину. И будем сужать 3 раза тоже нашу сумочку. Да? То есть я скажу, сколько я связала у себя рядов, сколько мне достаточно, вы тоже вяжите. То есть изнаночные ряды просто столбики без накида, лицевые ряды опять же у нас резиночка и вот такие вот вытянутые петельки. Все вяжем самостоятельно, без каких-либо здесь прибавок не делаем. Так, смотрите, что у меня получается. То есть 6 рядов мы с вами вязали вместе, когда мы расширяли наше донышко. И еще вот 16 рядов, то есть я здесь считаю изнаночные лицевые ряды. Это получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вот таких вот кластеров, можно сказать, которые включают в себя изнаночный и лицевой ряд. Мы провязали без каких-либо прибавок вот этим вот красивым узором, делая, соответственно, резиночку в начале и в конце. Теперь здесь мы расширяли нашу сумочку, теперь я ее буду в конце сужать, то есть 3 раза сделаю убавки. Убавки, так же как и прибавки, мы делаем в изнаночных рядах. Перешли мы на изнаночный ряд и в изнаночном ряду провязываем сейчас. Так, как обычно, мы переходим от резинки, раз, два, пропуская 2 петельки, провязывая в третью. Я уже об этом рассказывала. Так, провязываем сейчас 19 столбиков без накида. И далее из 3 столбиков будем делать 1. Вяжем изнаночный ряд, где провязываем 19 столбиков без накида. 3, 4, 5. Так, провязали 19 столбиков без накида. Далее из 3 столбиков предыдущего ряда делаем 1. Вот таким вот образом. Еще раз покажу. То есть из 3 делаем 1. Нырнули в первый, во второй, в третий. 4 петельки на крючке и провязываем как 1. И далее снова вяжем 19 столбиков без накида и, как обычно, переходим на лицевой ряд. Провязав оставшиеся 19 столбиков без накида, провязываем петлю подъема и переходим на лицевые ряды. Лицевые ряды вяжем как обычно, изначально делая резинку. Резинка в начале провязывается, пропускается петля подъема сразу во вторую петельку и 6 полустолбиков вяжем. 3, 4, 5, 6. Здесь ничего у нас не меняется. Лицевые ряды мы вяжем, как я вам уже показывала. Вы знаете, как вязать лицевые ряды. Никаких прибавок, ни убавок мы здесь не делаем. Вяжем полностью этот лицевой ряд. И еще раз покажу на следующем изнаночном, как делать убавки. И не забывайте, там, где была у нас убавка в изнаночном ряду, мы провязываем только одну лицевую петельку. И далее, как обычно. Вот место, где была у нас убавочка в изнаночном ряду. Вместо 3 она на изнанке у нас одна, и с лицевой стороны тоже одна. Еще раз покажу, как провязываем резиночку в конце лицевых рядов. Вот у нас остается 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 наших косичек. То есть наша резинка, она состоит из 6 полустолбиков. 2, 3, 4, 5, 6. Но именно когда мы в конце провязываем резиночку, мы еще и за перемычку делаем мой полустолбик, воздушная петля. Так, провязывая теперь изнаночный ряд,
в котором мы снова делаем убавки. В прошлом изнаночном мы провязывали 19 столбиков без накида и 3 петельки провязывали вместе, делая из них одну. Теперь мы провязываем 18. Не забываем, здесь я уже рассказывала, я пропускаю 2 петельки. Это когда иду с резиночки на изнаночный ряд. Провязываем 18 столбиков без накида и делаем из 3 столбиков предыдущего ряда 1. То есть делаем убавку. Провязываем самостоятельно 18 столбиков без накида. Я провязала 18 столбиков без накида и делаю очередную убавку. То есть из 3 провязываю 1 столбик. Вот таким вот образом. И далее снова провязываю 18 столбиков без накида. Лицевой ряд вяжу, как и обычно мы его вяжем, да, и еще раз в одном изнаночном ряду сделаю убавку, так как здесь мы делали 3 прибавки в этих рядах изнаночных. Если бы мы делали прибавки, то есть нашу сумочку более круглой, 4 раза прибавки, то убавки я бы тоже делала 4 раза в изнаночных рядах. То есть следующий изнаночный ряд мы провязываем 17 столбиков без накида, делаем убавку и снова 17 столбиков без накида. Показывать уже не буду. То есть далее вяжете до конца самостоятельно. Покажу потом, как соединять боковинки, и покажу уже готовую сумочку. Так, смотрите, я провязала 3 рядочка с изнаночной стороны с убавками. Всего у меня получается ширина сумочки 23 сантиметра. Мне этого вполне достаточно. То есть телефончик, кошелек и все необходимая мелочь, да, туда помещаются. Если же вы хотите связать такую сумочку побольше, пожалуйста, тогда в серединке вот этих рядов делайте больше. У меня всего получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Умножаем на 2, это 28 рядов. То есть, если, еще раз повторяю, если вы хотите сделать сумочку пошире, то вот эти внутри, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, делайте не 16 рядов, а побольше. Так, теперь покажу, как мы будем соединять вот эти детальки. Смотрите, какая сумочка приобретает форму. Она вот такая вот. Видите, как она хорошо держит форму? Она не плоская, а сразу вот такая вот ракушка. Так, смотрите, как соединяем 2 детали. Так, соединяем края с одной стороны. Смотрите, закончили вязать мы лицевой ряд. Не забываем, что последнюю петельку мы соединительную провязали за перемычку. Петельку подъема мы теперь не делаем. Шнур у нас внутри. Смотрите, как буду я соединять, а вы, в принципе, можете по-своему. Берем за одну полупетлю с одной стороны, так, и за полупетельку с другой стороны, сразу первой петли. Ой. Так, протянули. Так, теперь мы просто чередуем стороны. Сначала мы брали вот отсюда полупетлю, сначала отсюда, потом отсюда. Теперь наоборот, сначала с правой стороны, потом с левой стороны. То есть таким образом будем чередовать. Сначала справа, потом слева. И вот так вот провязываем и соединяем наши 2 детали сумки просто соединительной петелькой. Для чего я беру сначала с одной стороны, потом с другой? Для того, чтобы у меня вот эта косичка ровненько по серединке ложилась. То есть она будет ровной. Так. Чередуем сначала справа, потом слева. Справа, слева. Я таким образом соединяю. Вот какая у меня получается по серединке косичка. Смотрите, как красиво она ложится. Таким образом прокладываем строчку. Так, смотрите,
прошлись практически до конца ряда. Тут остается вот такие вот 2 петельки. Хвостик я уже обрезала. Вот так вот продеваю. И с изнаночной стороны вытягиваю вот этот хвостик. Вот. Чтобы у нас здесь была такая ровная косичка. Далее я этот хвостик изнутри просто спрячу. Вот, смотрите, какая линия соединения получается. Ну, мне нравится так. Вы по желанию можете сделать по-другому. То же самое проделываем и с обратной стороны. Точно такую же строчку. Да, с обратной стороны проделали тоже строчку. Пришиваем кнопочки посерединке. Одеваем кольца и одеваем цепочку. И покажу уже готовый результат. Итак, сумочка моя готова. Я пришила кнопочку, присоединила кольца и цепочку. Получилась вот такая вот невесомая. Смотрите, какая здесь получается пухляшка. Для того, чтобы был такой эффект, смотрите, когда я пришивала кнопочку и уже одевала кольца, резиночку сложила так, что вот этот вот шов в одной стороне, смотрите, как сюда прошел на резиночку, то же самое и в другой стороне, вот так вот наискосок. Это для того, чтобы вот здесь внизу была идеальная форма. Вот она как бочонок. И с одной, и с другой стороны. Здесь просто в эти места я одеваю кольца, то есть вот этого как бы сдвига его особо-то и не видно. Но за счет него сумочка вот такая вот пухляшечка получается. То есть там внутри ничего нет, а она выглядит вот так вот. Видите, как пухляшка. Вот какая цепочка. То есть очень идеальный вариант, как для сумочки клатч, то есть на любые праздники. Но если вы хотите связать как каждодневную сумочку, да, то вы, конечно, длину ее можете сделать больше. Как это делать, я уже рассказывала. Вот, если вам понравился мой мастер-класс по вязанию вот такой вот маленькой сумочки, таким красивым плотным узором, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!